Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. И сегодня не воскресенье, сегодня среда. Да, действительно, я подумал, что буду теперь публиковать торговые идеи в воскресенье и в среду, потому что все-таки в среду может что-то быть и достаточно интересное. И да, как всегда, напоминаю, что с вами Дэн Стрелков, проект Forex Times, и я вас, как всегда, приглашаю в комьюнити Forex Times, где вы найдете очень хорошие прогнозы на основе данных как фьючерсного, так и опционного рынка Чикагской товарной биржи. Также мы с вами исследуем данные брокера Оанда по состоянию и действиям толпы, так как мы с вами знаем, что рынок в основном ходит против толпы. Если, например, 70% толпы будет покупать, то, наверное, покупать все-таки не стоит. Поэтому вы найдете как прогнозы, так и торговые сигналы и обучение. Приходите на обучение, на самом деле вы узнаете очень много интересного, того, чего на YouTube и вообще на просторах интернета вам, в принципе, никто не расскажет, потому что вам этого знать не нужно. А я вам расскажу. Ну что ж, сегодня будет, собственно, евро, золото и австралийский доллар по той простой причине, что в воскресенье у нас именно эти три торговых инструмента были. Сегодня по ним же и продолжим. И хочу сказать о том, что в комьюнити Forex Times у нас опубликованы два торговых сигнала, собственно, по австралийскому доллару. Я рассказывал в воскресенье, почему два. Можете посмотреть ту лекцию, ту публикацию, а также у нас опубликованы торговые сигналы по евро против японской иены и фунт против канадского доллара. Поэтому заходите в комьюнити Forex Times. По фунту и по евро-иене еще можно войти в рынок. Вы еще успеете. Итак, по евро-доллару ничего не изменилось. Собственно, если мы посмотрим на данные Чикагской товарной биржи, по опционным контрактам, то мы с вами увидим, что очень крупное скопление по-прежнему 14,5 тысяч контрактов месячных пут, плюс вы видите, какое огромное здесь чистое скопление опционных контрактов пут, и поэтому основная идея заключается в том, что цена с большой вероятностью придет на тестирование этих контрактов, и потом мы уже будем покупать. И что самое интересное, если мы с вами посмотрим контракты с экспирацией не июньского месяца, потому что у нас экспирация месячных контрактов уже на этой неделе, а посмотрим с вами контракты уже с экспирацией на 2 июля, то вы видите очень интересный момент на этом уровне, про который я только что говорил, находится уже по июльским контрактам 4341 контракт. И что самое интересное, у нас была проторговка 2860 контрактов и прибавление 750 контрактов именно снова на этот уровень, чтобы вам было легче, это уровень 1.15. Вот это уровень, куда цену с большой вероятностью профессиональные участники Чикаго ждут. После чего, разумеется, будем покупать по той простой причине, что опционными контрактами put профессионалы хеджируют свои фьючерсы на рост. На рост. Поэтому они сами ждут этого уровня, чтобы начать входить в рынок на покупку. Так давайте с вами действовать, собственно, как профессионалы. Также будем с вами входить именно на покупку. Так, далее поехали по золоту. И по золоту идея по-прежнему, разумеется, остается именно на покупку, на росте. Золото, собственно, прошла у нас коррекция. Далее образовался с большой вероятностью начальный диагональный треугольник. Прошу прощения, что я тут криво так все это рисую. И в данный момент образовалась коррекция, после которой... Так, секундочку, пожалуйста. После которой мы увидели с вами импульс. Импульсное движение достаточно очевидно, и в данный момент образуется коррекция. Остается только вопрос. Коррекция уже закончилась, или все-таки мы подойдем к уровню? Видите, я его выделил. Почему я его выделил? Уважаемые коллеги, обратите внимание, значит, у нас здесь была драка, как я люблю говорить, в общем. Собственно, на снижении цены образовался пин-бар на рост, но пин-бар особо не подтвердился, цена не улетела вниз.
ушла с обновлением, причем вы видите, достаточно сильно упала вниз, и потом на импульсе вверх с перекрытием максимума. Данный уровень очень хорош, если цена его будет тестировать. Если образуется тем более бычий пин-бар, то рассматриваем исключительно покупки. Это очень хороший вариант для продолжения роста. А почему я говорю роста? Друзья, обратите внимание на месячные опционные контракты Call. Обратите внимание, здесь 9,5 миллиардов долларов в опционных контрактах. И здесь еще 6 миллиардов долларов. Вы видите 16 тысяч контрактов. И здесь порядка более там 25-26 тысяч контрактов. Я могу не говорить, что посмотрите вниз, где вы найдете такие скопления опционных контрактов. Put нигде. Плюс посмотрите, пожалуйста, на скопление опционных контрактов чистых внизу. Их тоже нету. А наверху, как я уже сказал, в 9,5 миллиардов и 6 миллиардов. Итого 15,5 миллиардов долларов. Представьте себе, что цена это Винни-Пух, а опционные контракты это мед. И даже если мы предположим, даже не предположим, а мы знаем, что у Винни-Пуха в голове опилки, он все равно знает, где мед, где будет ему вкусно. Поэтому, друзья, золото рассматриваем исключительно на покупку. Либо от текущих позиций, потому что у нас, в принципе, может быть волна 1-2, после чего, значит, собственно, 1-2, после чего 1, 2 младшего порядка, 3, 4 и там 5 волны старшего порядка номер 3. Может быть такой вариант первый, либо вариант с, опять же, растяжением коррекции, вход и тестирование этого уровня и уже покупка. Собственно, выбирать вам. И австралийский доллар. По австралийскому доллару у нас открыто уже два ордера. Я рассказывал, почему. Основная идея – это, конечно, рост. Во-первых, по той простой причине, что цена у нас находится в достаточно неплохом восходящем канале. Протестировать нижнюю границу канала было бы великолепно. Это во-первых. Во-вторых, почему роста, друзья, посмотрите, пожалуйста, на скопление опционных контрактов Call наверху. 8 тысяч контрактов на уровне 0,78 почти. 9 тысяч контрактов на уровне 0,75 и 7400 почти контрактов на уровне 0,7350. Take Profit я выставил на уровень 0,75. Но на самом деле, если цена достаточно сильно в импульсном движении пойдет вверх, можно будет take profit переместить на уровень 0,78. Интересен тот факт, что вы, разумеется, будете правы. Если сейчас скажете, Дэн, подожди, но у нас экспирация этих месячных контрактов уже на этой неделе в пятницу, я скажу, да, вы абсолютно правы, но если мы посмотрим экспирацию июльскую, то мы с вами увидим, я думаю, что вы уже увидели, 4000 контрактов Call на уровне 0,78. Поэтому я и говорю о том, что даже если мы увидим импульсное движение в направлении уровня 0,75, то уровень 0,78 там прям красавчиком сидит, красавчиком. Это первый момент. Но второй момент. А почему же открыто два ордера? Один на покупку по текущим ценам и один buy лимит на уровне примерно 70, 80, 70, 70. А по той простой причине, что у нас есть данные брокера Оанда по действиям толпы, и, уважаемые коллеги, обратите внимание, огромное скопление стоп-лосс ордеров покупателей. Мы с вами хотим покупать. Если бы я был рынком и умел управлять сам собой, например, я не рынок, я профессиональный участник рынка, и умею управлять рынком. Что бы я на самом деле сделал? Посмотрите, пожалуйста, это открытые позиции, а это отложенные ордера. По открытым позициям мы с вами видим 39% покупателей и 61% продавцов. В данный момент соотношение плюс-минус не очень хорошее. Я очень люблю, когда 70 плюс либо покупателей, либо продавцов. Тогда в данном направлении торговать не нужно. Вот, например, у нас 70% продавцов будет, не нужно продавать. То же самое, 70% покупателей, покупать не нужно. Это толпа.
Толпа должна страдать, толпа должна терпеть боль и терять деньги. И вот мы с вами видим очень крупное скопление стоп-лосс ордеров покупателей, именно покупателей. Причем мы видим, что buy-limit ордера, лимитные ордера на покупку в объеме гораздо меньше. Это говорит о том, что если цена придет и начнет кушать эти лимитные ордера, и вдруг цену кто-то развернет, то это будет разворот не за счет этих лимитных ордеров, а на рынок пришел очень крупный игрок, который хочет разворачивать рынок вверх, и мы будем покупать. У меня там уже стоят отложенные ордера на покупку. Но самое интересное заключается в том, что если эти стоп-лосс ордера покупателей будут активированы, то покупателей что? Станет меньше. Все правильно. Допустим, с 39% до 30%, а значит продавцов в соотношении станет 70. Вот это мое любимое число, 70. А значит продавать не нужно, и мы будем покупать. А в направлении каких уровней покупать, вы уже знаете. Поэтому идея с австралийским долларом остается исключительно бычьей, друзья. Поэтому прошу воспользоваться идеей. Я на самом деле думаю, что все-таки мы увидим снижение рынка, но почему я решил перестраховаться? Потому что за последний год было уже несколько раз, когда очень крупные скопления опционных контрактов, цена в них влетала без должных крупных коррекций. Я несколько раз пропускал вход в рынок, прошу прощения, не ход, а вход. Вы видите крупные скопления опционных контрактов. Кол очень крупные скопления, внизу практически ничего нет. И вы видите, что рынок ползет и ползет и ползет вверх. Вот здесь у нас было крупное скопление, об этом я несколько месяцев назад говорил, здесь почти там чуть до миллиарда немного не добивало. Посмотрите, внизу нет ничего, и после коррекции рынок устремляется исключительно, конечно же, вверх. Поэтому в данный момент рассматриваем исключительно покупки, но еще раз говорю, что цена может упасть, потому что я бы на месте цены так бы и сделал, чтобы скушать стоп-лоссы покупателей и потом развернуться вверх уже без них. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Надеюсь, вам понравится формат две публикации в неделю, одна в воскресенье, другая в среду. Причем публикации будут именно те торговые инструменты, про которые я буду рассказывать в воскресенье. Мы их и будем рассматривать в среду. Собственно, всем классного дня, профита, и опять же приглашаю в комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь, напишите мне, пожалуйста, в личку. Я свои контактные данные оставил под видео. Напишите, присоединяйтесь, и вы об этом никогда не пожалеете. А на сегодня всем пока-пока.